Вы продолжаете выдирать свои тонкие волосы этими бигуди-липучками, потому что нарушаете законы физики. Самая фатальная ошибка совершается не при накрутке. Когда волосы остынут, я покажу вам ту самую ошибку при снятии, из-за которой пряди намертво путаются в крючках. Но для начала давайте правильно подготовим волосы к нашим бигуди. Вот на такую расческу буду наносить свою термозащиту. Комбинация щетины и нейлона быстро распутывает волосы, без вреда, совершенно легко и просто. Стряхиваю флакончики и распыляю средство прямо на расческу. Начинаю прочесывать с кончиков и поднимаюсь примерно до середины длины волос. Просушила до 80% и дальше буду создавать каркас в прикорневой зоне. Хотите идеальную стрижку, но боитесь ошибиться? Я подберу форму и цвет, которые подойдут именно вашему лицу и структуре волос по фото. Учту все: густоту, тонкость и ваш природный стиль. Ваше преображение начинается здесь. Ссылка на экспресс-консультацию в описании. Тонким волосам нужен полимерный каркас, и здесь многие совершают ошибку, боятся наносить стайлинг на кожу головы и всегда отступают 1-3 см от корня. Физика здесь безжалостна. Если нанести спрей или мусс с отступом, само основание корня останется пустым и мягким. Оно не выдержит вес обработанной пряди и просто упадет. Многие крутят бигуди на мокрые волосы. Это убивает кутикулы, так как мокрый волос тянется и рвется. Другие крутят на сухие, холодные пряди и удивляются, почему нет объема. Запомните, холодный волос форму не запомнит. Нам нужно расплавить водородные связи. Берем абсолютно сухую прядь, оттягиваем брашингом под горячим феном, задаем направление. И вот теперь, пока прядь горячая, моментально фиксируем ее на бигуди. Липучка работает как жесткий каркас для остывания. Ширина вашей пряди должна быть строго равна ширине бигуди, иначе волосы по краям зацепятся. Оттягиваем прядь от головы под углом 120 градусов, вперед и наверх, и плотно накручиваем. А теперь фиксируем этот угол в памяти. Сейчас волосы должны полностью остыть. Пока они остывают, подготовьтесь морально. Распускать пряди мы будем совершенно не так, как вы привыкли. Накрутила, и дальше я теплым потоком воздуха прогреваю свою конструкцию феном. Поверх наношу еще немного фиксирующего спрея. Дала волосам остыть, форма в течение 20 минут у меня зафиксировалась, этого было достаточно. А теперь главное правило снятия. Вы можете идеально нанести стайлинг и прогреть прядь, но если сейчас вы потянете бигуди вниз или в бок, вся красота превратится в пух, а микрокрючки вырвут волосы. Снимать бигуди нужно ровно в той же оттяжке, в которой вы их накручивали. Задали 120 градусов. Придерживаем корень и аккуратно выкатываем цилиндр назад, строго сохраняя этот угол. Никаких движений вниз, влево, вправо. И также здесь стоит понимать, что бигуди-липучки, они не созданы для создания упругих локонов. Они созданы для объема, для воздушных укладок, для создания прикорневого объема. Используются они только на сухих волосах, а можно с применением стайлинга, как это сделала я. Они идеальны для тонких, негустых волос, опять же, как у меня. То есть я могу оставить такую же гладкую фактуру своих волос, но их будет выглядеть в 2 раза больше, чем у меня есть на самом деле. Укладка с помощью бигуди-липучек держится очень долго. Я прочесала волосы и сейчас буду наносить текстурайзер сухой. Для того, чтобы добавить между волосинок еще больше воздуха, сделать волосинки более шершавыми, потому что у меня волосы мягкие. Затем нужно подождать секунд 15-20, и далее можно расчесывать волосы, укладывать, формировать направление. Можно фиксировать лаком, как я это сделаю чуть дальше. У кого волосы пористые и послушные, уже можно ничего и не наносить. Но мои мягкие шелковистые 3 волосины всегда требуют поддержки. Итак, мне осталось сформировать силуэт. Я хочу пробор на бок и добавить объема на лицо. Примерила свой желаемый вариант. Дальше я прочесываю волосы в ту сторону, в которую наметила. Делаю это смело. Я знаю, у меня ничего не сломается, не слипнется. И дорабатываю все это дело лаком для волос. И вот такой результат классической гладкой укладки у меня получился. Но теперь волос кажется в 2 раза гуще. Они ухоженные, плотные, послушные, и я знаю, что в течение дня у меня ничего не слипнется. Можно прочесывать волосы в течение дня, моя укладка также будет держаться.
Напишите в комментариях, часто ли вы пользуетесь бигуди-липучками. Если вы не подписаны, подписывайтесь, ставьте реакции. Пока-пока.